Здравствуй, дорогой друг! Меня зовут Анастасия Крищик, и это второй урок. В этом видео мы поговорим о питании и о правильном подходе к нему. Я дам вам несколько шагов, которые приведут вас к отличному самочувствию и красивому телу. Сейчас в наше время огромное количество информации на данную тему. И, конечно же, простому обывателю очень легко потеряться в информационном море. Одни кричат: «Считайте калории, будет вам счастье!» Другие утверждают: «Ешьте 5 раз в день небольшими порциями». Третьи говорят: ограничьте себя во всем, и только тогда стрелка весов начнет неуклонно падать вниз. Но, увы, одна и та же схема не может сработать на совершенно разных людях. Все мы индивидуальны, и поэтому подход в данном вопросе должен быть тоже индивидуальным. В любом случае прислушивайтесь к себе, к особенностям своего организма и ищите компетентных людей, кто сможет пролить свет вам в вопросах осознанного питания, ведь это очень важно. Ведь недаром Гиппократ сказал: «Пусть пища будет вашим лекарством», ведь недаром вся природа живет по законам природы, и ни один зверь, ни одно живое существо не нарушит эти законы. И только лишь человек перевернул все с ног на голову и решил, что он может есть, когда он хочет, сколько он хочет, и вообще, что он сам себе хозяин. Но с такими установками мы с вами далеко не уедем, а только лишь будем бороться с лишним весом, с хронической усталостью, с депрессией и с болезнями. Разве такой жизни мы все хотим? Ну, конечно же, нет. Поэтому давайте не игнорировать простые истины и простые шаги, которые приведут нас к здоровью и красоте. Ну что, начнем? Готовы? Есть одно очень емкое высказывание: «Встал из-за стола голодным, значит наелся. Встал из-за стола сытым, значит объелся. А если объелся, значит отравился». И это правда, потому что вся наша пищеварительная система и ферментативная система не рассчитана на то, чтобы мы поглощали с вами большие объемы. И это правда, что любой лишний кусок будет нас загрязнять. И это будет наш первый пункт: не переедать ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах. Теперь давайте изменим тактику и не будем мучить себя ограничениями и забирать у организма то, что он так любит, а наоборот, внедрим полезные привычки, которые со временем пододвинут наши плохие замашки относительно питания в сторону далеко и надолго. Второй пункт под названием «Внутренний душ». Мы с вами с утра все умываемся, приводим себя в порядок. Точно так же и организму нужно помочь в этом деле и, что называется, запустить его. А такой кнопкой запуска является стакан чистой питьевой воды. Поэтому второе наше правило: утро начинается не с кофе, а со стакана чистой питьевой воды. Теперь я хочу затронуть следующую тему под названием «Гонка за витаминами». Почему-то современный человек решил, что ему чего-то не хватает. Он считает, что он в вечном витаминном дефиците. Хотя, казалось бы, 50 лет назад у наших бабушек и дедушек не было никакого витаминоза. Но, как говорится, спрос рождает предложение, и все аптечные полки ломятся от предложенных витаминно-минеральных комплексов, от пищевых добавок, от БАДов. Интернет заполонил всю ленту подобными предложениями. Мы с вами на это все ведемся, позабыв о том, что природа давно позаботилась о нас с вами и предоставила витамины в лучшем и исходном виде для нас. Фрукты, овощи, зелень, ягоды, вот где кладезь витаминов и минералов. Поэтому третьим шагом у нас будет это включение живой необработанной еды в наш ежедневный рацион. Ну что нам стоит съесть нашу утреннюю кашу с порцией фруктов, а в обед съесть салат, на полдник выпить бодрящий смузи из зелени и ягод, а на ужин насладиться хрустящим сочным салатом. Тем самым мы увеличим с вами потребление живой необработанной еды почти до 50%, и вы не представляете, каким наилучшим образом это скажется на вашей фигуре. Ну что, подведем итоги? Первое – это не переедать никогда и ни при каких обстоятельствах. Второе – мы с утра пьем воду, ну и, конечно же, в течение дня тоже. Ну и третье – фрукты, овощи, зелень, ягоды. Включаем это в наш ежедневный рацион. Принимайтесь за дело, но в следующем видео мы поговорим с вами о тренировках. Я дам вам инструменты, чтобы этот процесс приносил вам особую радость и, главное, результат.